Всем привет! Мы снова на месте мартовских боев 43-го года. На полях, где мы закончили в прошлый раз, поработать не получилось. Пробуем здесь. Это рядом с тем полем. Такой вот участок пахоты в окружении озимой. Погодка просто супер сегодня. Вот такие вот ноги. И идет мокрый снег с дождем. И бешеный ветер. Есть два сигнала. Ну, точнее три, но его пока не видно третий. Они рядом, стали их раскрывать. Сигналы вроде немецкие. Но пока идет в этом колючая проволока. Во втором она тоже имеет место быть. Но еще идет и немецкий настрел. Куски банок, тоже колючка немного. Говорят, какая-то железка там еще лежит. Уголок. А, это уголок с колючки. Уголок с колючки. Вот и вся железка. Насечка, видишь? Да. Ну, попробуем углубиться. Не знаю, насколько хватит сегодня наших сил. Погода не очень. Гильз все больше, обоим все больше. Но это отсюда. Мешает копать. Да, их там очень много. Как щебенка. Таран. Это отсюда. Отсюда только колючка пока. Сегодня выступаем по колючке. По колючке. Борьба с погодой продолжается. Здесь колючку извлекли, та, которая была сверху. Но ниже пока ничего. Стена вот здесь. Вот так вот. Вот этот моток, который там был. А здесь мы решили расширить в сторону кола, чтобы его извлечь. Может, он вообще уже выйдет? Небольшой. А, он небольшой. Это который как тавр, да? Ну, под проволоку. Да, это вот такой кол. Такие в нем засечки для намотки колючей проволоки. Прорези сделаны. Это стандартный кол, который вермахт использовал для установки проволочных заграждений. Но они бывают двухметровые длины. Потому что обрезаны. Еще и круглые. Да, и круглые бывают. Но этот... А переверни его с другой стороны. Ну да, вот он как тавр выглядит. Такой вот. Ну и там попутно, пока мы разрывали колу, идет куча стального настрела. Выстрел закончился. На полосе. Попалась какая-то воздуховод какой-то. Сетка. Повращай ее. Сейчас. Ну, вот вроде как говорят, она белым крашена, а по мне так песчаным. Ну, какая Может, была краска. может знает от чего.
что воздушно. Повращай ее еще. Да. Ну да, получается вот воздухозаборник. Воздухозаборник. А вот отсюда сетка для того, чтобы переверни вот так. Не, наоборот. Вот это вот сверху стояло, скорее всего, а это внизу было. Воздух сюда Может быть, и поступал так. через это. Ну явно она вот к чему-то крепилась, вот отверстие для болтов. Такая вот штуковина. Вот она и была. Еще рваная граната немецкая, остатки М39, яичко. Тоже опять же здесь. А здесь все так же ничего. Запчасть отсюда выскочила. Причем мы уже ранее находили вот другую тоже детальку в таком же цвете. О, немецкий колышек в плащ-палатке. О, хороший. Бодрячок. А клейма нет? Прямо. Несмотря на бодрячок. Хороший колышек был. Да ну грязный. Не найдешь. А сзади? Немножко подгнил. А может и сзади. Короче, грязнючий. Ну, колышек, да. Тут такие Давай. веселый. Сохранился неплохо. Что-то не в обратно. Вон его остатки. В яме, в которой была только колючка, вроде стал там где-то скрежетать какой-то металл. Первая находка из нее. А, вон он. Гильза? Ах, хуй, может снаряд. А, так это стакан от шрапнели 76 миллиметров. Повращай, покажи. Да, вот он Отработанный, стреляный, пустой. Шрапнель вышла. Ага, вот такая вот находка. Рюмочка. Да, такая рюмочка. Пол-литровая. Бокальчик. Бокальчик. А в этой пока просто опускаемся к дну, ничего нет, кроме вот колечко от немецкой гранаты М24. Колотуха, толкушка, ну кто как называет еще. Керамическая. Она поворачивает. Вот так вот. Сюда идет, наверное, к этой яме. И вот сюда тоже так дугой. Там стены. Да, вот покажи, окопчик, смотри, идет. Четко видно стенки. Здесь тоже Вот, стена раз поворот. стена, и вот. Вот такой узенький. Ну, погода нелетная. Слишком много сигналов не найдем, потому как даются они с трудом. В плане поиска. Будем сейчас вычищать по дну, подрывать, смотреть. До дна дорыли обе ямы. Теперь двигаемся, подчищаем дно и подрываем. Сразу эту туда и сюда с попеременным успехом. А это вот к ней. Но пока результатов нет. Попалась только немецкая кительная пуговица без ушка и запала НЗ-29 под Бигфордов шнур. Сам запал, не знаю, как получается ли поймать у камеры фокус на клеймо. Ну и колпачок от него же. Попробуем, может все-таки что-то попадется. Будем работать на этом участке весь сегодняшний день. Искать ничего не будем. Как говорил раньше, сигналы даются с большим трудом. И вот результат достигнут. Это первая яма. Вот тут такие получается, значит, фактура такая.
Это сам окоп. Здесь такие ступеньки. Выход на боевую. И тут ветер, ну, и вот ведется огонь. А рядом соседняя яма. Еще одна деталь техники. Рядом соседняя яма, и вот мы, подрываясь, с ней соединились. Вот, да, видите? Привет. Окно в Европу прорубили. Это точно. Практически. Даже немножко видно. Счастливую жизнь, да, в той стороне. Там еще... Проволока там лежит. Вот она лежит, проволока. Ага. Проволока. Нет, не проволока. Не проволока, что-то еще? Да, ближе к тебе, вот здесь прямо. А, ну доставай, как раз я поснимаю. Не могу проковырять ее. А, это проволока. Ну я же тебе говорю, проволока. А, да. Не проволока. Ну проволоку мы ждать не будем. Ну, получается так. Эта пулеметная точка вынесена нами полностью. Будем двигаться дальше. А, вот это патрубок, да, который был найден еще один. В том же цвете. Песчаном все-таки, это не белый, песчаный. Ясно. Ладно, зарываем и двигаемся дальше. Ну вот он и итог этой, можно сказать, большой ямы, потому как вы видели, мы соединились отсюда, через перемычку прокопали, и вот соединились сюда. В итоге все, что удалось здесь найти, ну не считая стального настрела, который там валяется по отвалам. Вот и все по этому сигналу. Вот такой объем земли и столько находок. Зарываем. Вот и третий сигнал. Думали сегодня уже не рыть из-за погоды, но стихия, похоже, дает нам передышку. Поэтому думаем, начнем. Если что, продолжим завтра. Мы все равно здесь еще будем и второй день. Пока, правда, ничего так особо не видно, кроме того, что есть мешанка. Выскочило несколько стальных патронов немецких. И вот настрел немецкий. Тоже стальной. Ну, то есть, похоже, движемся мы в правильном направлении. Попутно еще ищем сигналы. Пока ничего, кроме количества одного стальных немецких патронов, какой-то тряпки, не обнаружено. Единственное, что мы можем видеть, а ну, давай-ка посмотрим. Лежат два кола для колючки, но не такие, как в прошлый раз. Свинячий хвост. Свинячий хвост. Такие, которые с буром на конце, сделаны петлей. Вот один, да. А где второй? Здесь второй. Ага. А вот лежит второй. Сейчас потратим какое-то время на их извлечение. Перепроверим, потому что очень, может быть, они и есть сигнал. На конце это... Да, там на конце бур, а здесь петля. В эту петлю вставлялась какая-нибудь железка, и он вкручивался, вбуривался в землю. Вот кусочек бура мы нашли, отвалился. Ну, достанем колья, покажу целиком. Один из кольев мы извлекли. Вот такой у него бур на конце. Вот повращаю. Вот. Здесь вот такие уши. Через них проходит колючка. И в принципе с помощью них же и лома он и закручивается. Высота
Высота его, как можете видеть, человеческий рост. Вставляется тот самый какой-то кол и закручивается Ну вот же, мы ж показываем, человек крутит как раз. руками. Ну, у нас есть что-то вставлять, мы крутим руками. В теории вставляется какой-то лом, и ломом вкручивается в землю. Вот так вот он вкрутился. Сюда потом продевается колючая проволока. В яме находится еще один такой. Да, Длинный-то свинячий. нелегкая эта работа из болота тащить бегемота. У этого 3 кольца вот таких вот завитка. Свинячий хвост точно. Не вытащил. В этой яме колья мы достали. Вот их 2. Да. А теперь какое-то подобие там помойки, свалки. Был деревянный ящик, вот от него оплетка осталась. А в нем, но он сгорел. Да, в нем была вот из гильзы сделана такая свечка. Внутри парафин. Свечник. Да, подсвечник такой. Потом вот такая вот баночка. Жидкость там еще, крышка закручена. Даже что-то написано, но уже не прочитать. И немецкая фляжка, сгоревшая. Это алюминиевая фляжка, не кокосовая. Но она сгорела. Ящик-то, видимо, горел. Да. Там угольки. Что-то там еще, может быть, будет, может быть, нет. Посмотрим. А еще была вот такая вот сигналка разноцветная. Немножко мы ее подправили лопатой. Ну, Правильная форма. да, правильную форму придали. Кожаный. О, кожаный подсумок. Так он может быть даже с чем-то. От зипа похоже к МГЧу. Конечно, он какой-то Нет? длинный для зипа. Ну, раскрываю уже. Ну, пустой. Наверное. Да, он пустой. Да не знаю, что как таблица, видишь, какая-то деревянная вставка. Деревянная вставка с металлом. Видно, вставлялась сюда. Ну, неведомый нам подсумок Он целый, да, вроде? был. Был, да. Может, кто-то знает, что от чего подсумок? Напишите. То есть Будем признательны. Выглядел он вот так. Так, вот так, вот так, вот так. Вот так вот раскрывался. И тут какая-то железная шня. А это на дереве прибитая. А вот эта железка на дереве прибита. Да. Деревянная вставка. Под кольями, которые мы извлекли, оказалось, помимо сгоревшего ящика, дальше самая настоящая помойка. Вот эта вся куча была извлечена оттуда. Так, попытаюсь показать поближе. Но это цинковая бумага от немецкого патронного ящика. Сама фанера вот от него. Была наша каска. В нашей каске лежит так, как мы и нашли. В каске лежало немецкое яйцо, 2 стрелянных ПТРки, и вот такая леечка, ситечка, ну, похоже, топливная какая-то лейка для топлива. Так, двигаемся дальше. Какое-то изделие пытались сделать из 45-ки нашей. Немецкий. Ящик к пулемету Максим к патронам. Пустой. Вот такой вот интересный попался вот такой вот кораблик. Он латунный. Вот такой вот кораблик. Парусник. Алые паруса. Такая вроде была у немцев настольная игра.
Кто знает, пишите. Штучка Интересно было посмотреть. выскочила. Вот еще какая-то штучка сейчас прямо вылетит. Какая-то опора. А ну-ка, повращаю, Саш. Пустая? Да. Да, она пустая. У нас это с техникой. Тоже такого цвета, видишь? Да. Потом что еще? Бутылка из-под водки. Цинк развальцованный, так интересно, как корыто. Ну, несколько консервных банок. Вот такая вот труба. Тоже похоже от какой-то техники. Ну и так еще по мелочи. Трехлинейка вот гнилая. Вот. Магазин отдельно был, отгнил. Это, кстати, ключик. Вот тут Она горелая. А? гильза, это ключик. Смотри. А, гильза ключик, да, ключик квадратный кто-то сделал. Такая вот гнутая она, трехлинейка. Ну, колья, соответственно, я уже показывал. Ну вот, общий вид. Туда мы подрыли, в принципе, там уже стена, не будет видно. Ну, подрыто, так, чтобы вы понимали, вот смотрите, от этого места, и вот лопата легла, насколько подрыто, вот до сюда. Здесь стена, вот этот весь металл, он, в принципе, с этого подкопа. Сейчас будем заканчивать, немного подрываем левый край, зарываем. На сегодня все. Утро второго дня. Этот сигнал уже был у нас найден вчера. С него и начали. Пока ничего по нему еще не ясно. Видно только, что идет мешаная земля по всей яме. Но ничего нет. Хотя сигнал здесь мощный, но это не отменяет колючую проволоку и кровлю. Посмотрим. Попутно ищем еще сигналы. Что я цепляюсь, не пойму. За что-то цепляюсь. Гильзы, может? Или за корешки, или за гильзы. Непонятно. Сигнал оказался не с нашим счастьем. Это бетон. Бетонная плита, скорее всего, от старого колодца. Такие попадаются на полях частенько. Зарываем. Будем искать что-то по войне. Снова сигнал. И там даже уже что-то скрежещет. Но нам пока невидимо. Неведомо, невидимо. Ведомо, ведомо. Уже ведомо. Наш. А, наша мина. 80-ка. Стреляная. Она без капсуля. Она без вышибного заряда. Ну, вот он и сигнал. Ладно. Жаль. Ладно, будем искать дальше. Сейчас пойдем вот туда, на высотку. Потому как сигнальчик и был слабый. Мы так и думали, ли отказник. Ну, мы думали, отказник, оказалась мина. Непонятно, отказная или нет. Двигаемся выше. Работаем сразу два сигнала. В этом пока Чапай думает, что там может быть. Здесь был немецкий настрел в небольшом количестве. Ручка от нашей противотанковой гранаты. А в самой яме находится крышка пока или ящик минометный немецкий. До 80-ки, да? От немецкого 8-сантиметрового миномета. Сейчас его достанем и перепроверим все. Непонятно, то ли он будет разложен и дальше туда вот идти. Разложен? Да, вон и вторая его часть показалась.
Мы уже отсоединили. А вторая часть там. Именно та, в которой лежали мины с фиксаторами. Да, состояние хорошее ящика. Гнилой насквозь. Отлично. С этими двумя покончено. Зарывается. Тут мы достали вторую половину ящика. А в том сигнале он оказался воронкой с вот такими вот довольно неслабыми осколками. Но несколько гильз латунных выскочило. Одна вот такая интересная, смята взрывом. Латунная гильза. Вот так вот. Пробуем дальше. И следующий сигнал у нас. Воронка, с воронки он стрелял. Говорят, что это была воронка, так как немного осколков. Ну и похоже, она была окультурена под стрелковую точку. Все, что мы видим здесь, это небольшое количество настрела. Похоже, был цетельбан, Да, цель. и люверсы, и пуговицы, патрон, остатки ленты пулеметной, сколок какой-то чего-то, консервная банка и крем сапожный. Крем сапожный. Вот так вроде бы и все. Что-то там еще скрежещет, попробуем заглянуть. Да, ничего, осколки. Ну, здесь похоже все. Сейчас будем зарывать. Там вдалеке у нас есть еще один сигнал. Попробуем его. Да, он здесь ленту стрелял, чисто лента 50 гвоздей. Ну вот и все. Крайний сигнал оказался воронкой. Думал, что-то еще удастся заснять. Но нет. Воронка. Сейчас зарываем и движемся домой. В принципе, выезд не густо, но и не пусто. Документы подтверждают нахождение здесь немецкой оборонительной линии, которую штурмовали наши войска в марте 43-го года. Будем продолжать работать на этом месте еще. Возможно, удастся что-то найти. Всем удачи, пока.